Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание тому, что нельзя давать из дома. Многие этим грешат, выдавая из дома те вещи, те предметы, которые ни в коем случае нельзя делать. Обязательно досмотрите это видео до конца, и вы найдете для себя много полезной, важной и нужной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Вы знаете, в народе существует достаточно много различных народных примет, суеверий, традиций о том, что нельзя давать ни соседям, ни людям, которые у вас просят, для того, чтобы не навлечь на себя беду, не навлечь на себя проблемы и всякие горести. Поэтому обязательно возьмите ручку, листок бумаги и запишите эти вещи и предметы, чтобы знать на будущее и рассказать об этом тем, кому действительно это будет полезно. Итак, давайте начнем с соли. Вы знаете, соль, она сама по себе достаточно имеет сильные энергетические свойства. Она является компонентом многих магических обрядов и может негативно влиять не только на здоровье человека, но и также на судьбу. Наши предки считали, что если у вас просят соли, то это означало не к добру. И таким образом считалось, что у вас хотят забрать вашу силу и ваше здоровье. Поэтому, если у вас соседка попросила соли, отдайте ей всю пачку или отсыпьте в кулечек и подарите. Но когда будете давать, обязательно передайте через что-то. То есть нужно ли это положить, то ли это на стол, то ли это на пол, то ли на табуретку. Но ни в коем случае соль, если вас кто-то просит соль, не передавайте из рук в руки. Потому что с помощью соли таким образом вы отдаете свое благополучие, отдаете свое изобилие и достаток. Помните об этом. Далее домашняя посуда. Ложки, вилки, тарелки, кастрюли и прочая кухонная утварь заряжается энергетикой дома, которому она принадлежит. Поэтому никому не давайте свою посуду и не просите у других в пользование, для того, чтобы не повлиять негативно на жизнь другого человека или собственную судьбу. Ведь одолженная посуда может повлиять на самочувствие человека и обретению даже непонятных страхов и тревожности. Далее одежда. Одежда и особенно обувь – это очень личная. Она несет энергетику своего хозяина. Многие, особенно в молодости, любят обмениваться одеждой друг с другом и меняться. Особенно это любит делать молодежь, идя на вечеринку или идя на свидание. Но, пожалуйста, не нужно этого делать, потому что это может принести неудачи. И вот это взять в пользование, поносить платье или блузку у подруги, даже у родных, не следует брать одежду. Если очень хочется, то заплатите хотя бы символическую монетку за пользование. Таким образом вы перекроете канал для передачи энергии удачи, изобилия, достатка и благополучия. Далее украшения. Многие девушки, женщины, барышни любят украшения. И это нормально. Мы все хотим быть красивыми, счастливыми и любимыми людьми. И многие из нас любят украшения. Помните только о том, что все камни, особенно драгоценные и полудрагоценные самоцветы, несут энергетику человека, которому они принадлежат.
Поэтому на чужого человека они влияют негативно, достаточно сильно. Возможно, вы даже обращали такое внимание, что вы отдали своей подруге золотые сережки с полудрагоценным или драгоценным камнем. И потом оказалось, что она или потеряла сережку, или что-то произошло, и вам не вернули такую сережку. Знаете, это произошел конфликт между вашим украшением и энергетикой другого человека. То есть вибрации не совпали, не было, во-первых, почищена вещь, и с другой стороны вот произошел дисбаланс, произошел конфликт. Поэтому, когда вы надеваете украшение другого человека, вы таким самым образом переносите на себя его проблемы. Далее веник. И венику приписывают достаточно много всевозможных магических свойств. Он очень сильным считается домашним талисманом и оберегом дома от негатива. Поэтому, если брать или давать веник чужим в пользование, вы можете привлечь негативную полосу в свой дом, привлечь финансовые неудачи, болезни. Поэтому ваш веник никогда не должен покидать ваш дом. Кроме того, если вы живете в частном доме или у вас есть балкон, где у вас, например, большой балкон 1 или 2, и вы убираете, то помните, что для балкона, для улицы у вас должен быть отдельный веник, а для квартиры или для дома другой. Ни в коем случае нельзя совмещать уборку одним веником на улице и в вашем доме или на кухне. Обращайте, пожалуйста, внимание. Также, друзья, особенный запрет существует и на то, чтобы отдавать что-то из дома накануне и в день больших церковных праздников. Тоже Рождество Христово, та же Пасха. В день рождения ребенка и в ваш день рождения всех членов семьи. Поэтому на это, пожалуйста, обращайте внимание. Также никогда ничего не отдавайте и не принимайте в день, когда вы или кто-то из ваших близких или из членов семьи, которым вы проживаете в одном доме или квартире, собирается в командировку или в дорогу. Также никогда после захода солнца. И, конечно же, в понедельник. Понедельник достаточно тяжелый день по своей энергетике. Поэтому также в этот день, в понедельник, очень будьте осторожны с деньгами. Никогда не только деньги, но и все, что вы считаете, что вам может принести достаток, благополучие, не выносите из своего дома или квартиры. Казалось бы, друзья, простые советы, простые рекомендации, которые нам достались от наших предков. Но, к сожалению, многие из людей не выполняют эти простые рекомендации. А потом появляется, а почему так, а почему сяк. Друзья, нам нужно знать народную мудрость, которая недаром передавалась из поколения в поколение.